Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам огромное за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за лайки, подписки. Огромная благодарность за ваши комментарии, за то, что делитесь своими жизненными историями, своим опытом. Благодарю вас. Тема сегодняшнего расклада: кто и что говорит о тебе прямо сейчас. Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Итак, какая девочка пришла на расклад? Так интересное сочетание. Карта читается одиночество, гармония. Какое-то время вам было, может быть, сейчас я уточню, сейчас в одиночестве, комфорта. Угу. Так интересно, вот смотрите, что они показывают. Это считываем. Сейчас вам наедине с самой собой, вам не скучно. Карта гармония. Где-то, может быть, познакомились даже с самой собой. Скажем так, вам достаточно этого общения, оно вас не напрягает, да? Комфортно, наедине с собой. Тут показана карта, смотрите, как будто ребенок плачет, рядом карта темперамент, страсть, и рядом карта еще звезда, говорит о том, что где-то, может быть, на расстоянии сейчас находится мужчина, может быть, вы расстались, да, ну, как-то физически больше, по звезде это расстояние считывается мне. Мужчина, с которым у вас была яркая какая-то вот страстная история. Мужчина, рядом с которым вы, может быть, почувствовали себя вот такой желанной, сексуальной. Может быть, даже ни к одному мужчине в мире вы таких эмоций не испытывали. Страсть. Назовем это страстью, да? Насчет любви не буду говорить. Ну, как-то так. Но наряду с этим всем, с этими эмоциями, те, которые вас похоже накрывали, захлестнули какое-то время. Это все было. Но потом, может быть, принесли вот эти слезки. Тут ребенок все-таки больше как изображен. Это говорит о том, что где-то вы были наивны, доверчивы, где-то, может, воспринимали и принимали желаемое за реальность, за действительность. Ну, где-то ошиблись, где-то обманулись, где-то, может быть, сами сознательно даже поддались, да, может быть, и понимали какие-то нюансы, да, но не хотели в это верить, хотели верить в то, что хотели, да. Ладно, по звезде характеристика на вас: умная, интеллект выше среднего. Ну, знаете, бывают люди очень умные и с высоким IQ, но тем не менее в любви настолько они бывают доверчивые, наивные и, ну, скажем, непрактичны, да, хотя вообще сочетание нелепое, да, в любви практичность, любовь и практичность — это вообще как будто из разных опер. Ну да, любовь на то она и любовь. В любви невозможно предусмотреть, что-то предсказать. Хотя некоторые мудрые женщины умеют как-то, да. Ну, наверное, это не совсем любовь. Ладно. О чем я, девочки, извините. Звезда. Внешне привлекательная. Многие вас люди, которые знакомятся с вами, так вот, многие люди вас могут считывать сразу такой, даже с короной на голове, надменная, цену себе знает или не сложит. Ну, думаю, если при ближайшем там общении с вами, то это все. Люди понимают, что это защитная реакция какая-то у вас. Тут еще сочетание муза. Тут капец, у вас так часто выходит вот эта вот сигнификация, сочетание звезда и муза. Муза харизматичная, опять-таки, как райская птица, внешне привлекательная, энергетически наполненная, веселая, общительная. Можете поддержать разговор, увлечь. Ну, с вас многие берут пример, кстати, вот это сочетание. Так, опять-таки, какими-то, может быть, приемами владеете, хотел сказать самбо, да, дзюдо. Нет, тут женские какие-то такие, может быть, какие-то
ну, как это сказать, хитрость, если можно так сказать, да, знаете, там, акцент на чем сделать, если это какие-то у вас там во внешности, да, достоинства есть, то вы сделаете акцент на этом, опять-таки, можете компоновать как-то элементы гардероба, дабы себя в лучшем свете преподнести. И опять этот фокус внимания на себе удерживать вы можете тоже. Так, ну и таланты, кстати, таланты все сюда же. Так, по звезде у многих миссия, призвание, видение себя, вы знаете, такое вот, как будто бы такое ощущение, как будто не хочу проживать серую жизнь, какую-то среднестатистическую. Хочу, вот, ну, тут как-то, чтобы это было, ну, скажем так, не банально, да. Хотелось бы жизнь так прожить, чтобы потом было что вспомнить, ну, помимо там, ну, какой-то, не знаю, что там элементарной бытовухи. Вот, не хотелось бы проживать день сурка. Вот тут как-то так. Как это у меня женщина пришла, вот какие-то такие сейчас эмоции у вас. Вот эта карта говорит о том, что где-то вы научились, может быть, даже разбираться в собственных каких-то запросах, потребностях. По карте гармония, где-то эти страсти уже улеглись. Даже если была эта любовная история, вот эти слезы были, то сейчас как будто как со стороны отстраненно вы можете на это все смотреть и анализировать, и сама себе где-то помогать. Может быть, увлекаетесь психологией. У кого-то это расклады, это благоприятно на вас влияет. Ну вот как-то, может быть, для вас это какой-то был урок, и вы воспользовались, ну, в полной мере, может быть, да, какими-то подсказками, может быть, из тех же раскладов, может быть, повторюсь, психология. Так как женщина учится, не говорю полностью научились, учится принимать себя. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Это очень важно, понимать и принимать себя. Так, давайте дальше смотрим. Кто и что говорит о вас прямо сейчас. Кто и что говорит о вас прямо сейчас. Кто и что говорит о вас прямо сейчас. Кто говорит о вас, что говорит о вас прямо сейчас. Что? Кто о вас говорит? И что этот человек о вас говорит прямо сейчас? Кто говорит, что говорит? Кто о вас говорит и что говорит о вас прямо сейчас? Так, кто? Кто этот замечательный человек, который о вас говорит? Ух ты, ну что это? Кто это? Кто это? Угу. Какая-то женщина. Интересно, прям мне сочетание такое интересное. Вот прямо сейчас о вас разговаривает какая-то женщина по императрице. Я вам хочу сказать. Сейчас. Женщина замужем, вполне возможно, да. Ну, статус, какое-то положение в обществе эта женщина имеет. Стремится, по крайней мере, какой-то авторитет завоевать. Мамочка, ну, то есть замужем и детки могут быть. Так, в любовной сфере несчастлива, если можно так сказать.
Вечная невеста, как будто бы любовь то выпрашивает и надеется ее получить. Тут почему-то как будто бы, то есть планировала, надеялась, что будет ну, как бы счастлива, может быть, в доме, в семье, но почему-то тут проблемы показаны. Вечная невеста — это карта женщины, которая, знаете, всем хороша на самом деле, но она слишком хочет получить какой-то результат. В данном случае эту любовь хотелось бы ей. Ну, тут какие-то проблемы. Давайте не буду тут акцентировать. Но тут так, смотрите, у кого-то дом, семья, ящик Пандоры, дьявол, деньги. Ну, может быть, остро стоит вопрос с заработком, или женщине очень хотелось бы деньги заработать. Ну, вот так вот как-то тут мне ящик Пандоры. Почему-то тут дом, может быть, кстати, жилищный вопрос стоит остро. Да, то ли желание заработать на вот эту недвижимость, то ли вот какая-то как это, камень преткновения, это вот этот жилищный вопрос. Тут что-то такое, знаете, это такая какая-то ситуация, там, где могут проживать с какими-то еще родственниками, то есть несколько поколений, вот тоже ютиться, если можно сказать, там, в каком-то доме. Почему-то тут вот этот ящик Пандоры, дьявол, деньги, дом, вот это вот все можно как-то вот сюда вот это так вот, ну, прочесть, да, скажем так. При этом тяжесть от этого, ну, тут точно как будто бы люди пытаются накопить на вот тут недвижимость или как-то вот заработать. И для них это очень важно. Вот дома как бы покоя нет, почему-то мне так, тяжесть от этого. При этом эта женщина, так интересно сейчас, сама по себе очень умная, кстати. Может, пытается постоянно как самообразование там какое-то, ну и не только там, знания, как желание получить эти знания. При этом сейчас такой какой-то период, она может по отшельнику тут, сама по себе отшельник, карта это мудрость, это приобретение этого опыта. Но как будто у нее сейчас так ее окружают какие-то такие энергии. Тут карта болота, змеи, вот в ее окружении вот какие-то люди. Ну, змеи часто так проигрывается. Это, ну, бывает так, подруги, ну, назовем так, в кавычках, это совсем не подруги. Ну, люди, которые стараются при желании там с удовольствием палки в колеса вставить, явно жизнь не постараются они лучше сделать. Может, коллеги по работе, вот какое-то окружение, тут как-то как болото и змеи. И она чувствует себя в этом болоте одиночкой, вот по отшельнику. То есть очень неглупая женщина. При этом карта глазки завязаны, как будто бы она даже не знает выход, как найти из этой ситуации. Знание, она ждет, она, может быть, подсказка какая-то будет. Ну, она как заложник какой-то ситуации. Вот такая вот женщина мне пришла. Потенциал хороший и очень не глупая. Ну вот повторюсь, тут как заложник какой-то ситуации, как будто очень нужны деньги, очень нужно как-то... И хотелось бы, чтобы в семейной жизни все наладилось. Но тут материальный вопрос почему-то вот остро стоит. И тут вот какое-то окружение, вот эти вот змеи, мне так очень похоже на каких-то женщин, которые рядышком с ней. И она себя чувствует как чужой среди своих. Вот так вот даже. Хотя они вряд ли эти люди свои, ну как будто бы вот не своя. Ощущение такое, да, вот как в коллективе, чужая. И самое, как можно сказать, обидное, то, что и тут и присутствует, мягко говоря, интеллект выше среднего, тут все в порядке. И она может эту информацию какую-то получать, но при этом она то ли она не может ее применить как-то в отношении вот этих вот змеюк. Как глазки завязаны. Странно. Давайте я доложу, мне прям это странно как-то. Она как тут карта знания. Змеи. О чем это слепота? Почему завязаны глаза? Мастера опять. Она мастер. О чем это? Ну опять вот идет такой какой-то, повторюсь, как какая-то ситуация у нее такая. Смотрите, карта мастера. Она на самом деле, и у нее могут быть золотые руки. Она может быть тут какую-то должность занимать. Она действительно может чего-то добиваться и
То есть и эти знания, которые у нее есть, она может их применять. При этом карта воительница может на самом деле эмоции держать под контролем, холодный рассудок по карте воительница. Будто бы у нее все в ее руках, может она, но при этом, вот повторюсь, как будто бы ее останавливает то, что тут карта расхода. Может в семье, может близким нужно там какая-то сумма денег. Вот почему-то, вот как повторюсь еще раз, какое-то стечение обстоятельств, она как заложник, она не может тут, может как-то даже не то, что там отпор дать. В полной мере не может она развернуться, если можно так сказать. Вот так, такие странные карты. Так, а давайте посмотрим, что вас связывает с этой женщиной. В общем, вот этот вот вопрос материальный, это для нее как ахиллесова пята. Тут вот сейчас это для нее уязвимое это место. Вот тут видите, женская ножка, к ней привязана гиря, да, тут черная гиря, и тут же черная кошка. То есть очень много как будто каких-то нюансов, недоговоренностей. Из-за этого она как будто сама себе даже не принадлежит. Может быть, какие-то интересы ей приходится учитывать вовсю, близких, родных. И опять-таки с каким-то материальным подтекстом. Подпишись на канал и поставь лайк. Знаете, это бывает, когда мы заложники, да, там ситуации, где подписали какой-то контракт, по которому мы обязаны там какое-то время отработать, да, и хочешь не хочешь, мы обязаны, да, мы можем его расторгнуть, этот контракт, но мы тогда там неустойку эту будем платить, да, или как это называется, огромную, да, и приходится терпеть там какое-то болото, каких-то змей, в общем, какие-то такие мутные, непонятные, может быть, отношения, взаимоотношения, или в коллективе, или в принципе, вот как будто бы. Так, давайте посмотрим, что вас не связывает. Вас не связывает что? Ну, вот смотрите, у кого-то это работа. Самая последняя карта вышла работа. При этом у вас вроде как отношения, ну, карта сердца открытая, карта огонь. Тут хорошие карты на самом деле. Что вас не связывает? Скорее всего, рабочие моменты. При этом часто вы у меня выходите, ведьма ведающая. И у меня такое ощущение, как будто бы вы можете эту женщину ценить, она может вас ценить. Вы можете знакомы быть не так давно. Карта букет это о том, что, ну, скажем так, отношения нормальные, хорошие, я бы сказала, но букет это те цветы, которые срезаны, они недолго стоят. Я надеюсь, что ваши отношения продлятся долго, но почему-то вот эти все карты мне говорят о том, что, ну, отношения рабочие, даже не то, что там ровные, просто какая-то энергия такая живая. Скорее всего, эта женщина, ну, я не буду говорить, сейчас посмотрю тут, что она о вас говорит. Ну, вот по вот этим картам мне идет как будто бы доверительные отношения, какие-то такие эмоционально открытые, классные даже. Ну, мне кажется, эта женщина тоже вас ценит. Вот и вы, в свою очередь, можете ее ценить. И она вас. Ведьма, скоробей. Скоробей – это ценность. Скорее всего, даже, может быть, вы понимаете, что с ней можно строить отношения как бы в долгую. Ну, понятно, какие-то там, может быть, рабочие. Может даже, знаете, может у кого-то даже отношения рабочие, и вы друг к другу как присматриваетесь. И такое есть, ну, если можно сказать, искушение, да, я же не знаю, с вашей стороны, с ее искушение отношения, может быть, наладить, и дабы они перешли в приятельские, да, или как приблизить ее, там, может быть, как подругу уже, ну, воспринимать. Вот мне почему-то так идет. Тут как будто отношения рабочие, но и у вас, и у нее есть желание сблизиться. Может, есть точки соприкосновения. И тут просто, знаете, как бывает, вот даже тут здравый смысл может отсутствовать, хотя скоробей это и мудрость, и тут есть очень много факторов, которые может импонировать в вас, в ней, там, в вас друг в друге. Но тут вот бывает, знаете, как человек
тебе нравится, и все. И как бы отпадают лишние там какие-то вопросы. Да? Вот так вот. Какая-то живая энергия. То есть вы можете общаться постоянно. Мне так идет. Так, ну рабочую, девочки, не знаю, у кого-то это, если прям вы не на работе, то, может быть, какие-то рабочие, в принципе, моменты пересекались где-то. Вот такое что-то. Так, давайте посмотрим. Ну, очень похоже на коллегу по работе. Собственно, что эта женщина, с другими словами, ваша коллега по работе, что она говорит о вас? Ого, а что это такое интересное? Свинья. Ой, тут вообще непонятно. Сейчас, девочки. Так, о чем это? О вас. Это вы свинью подложили? Это вам свинью? А, это вам, как будто бы свинью кто-то подложил. Так интересно. Вам. Так, это она вам свинью подложила? Нет. Это какое-то окружение ваше. Вот смотрите, она говорит о том, что там были у меня змеи, да? Вы помните? Вот ее окружают болото и змеи. А вот тут вот, ну, точно какие общие какие-то рабочие моменты тут может быть. И она говорит о том, что, допустим, вас тоже окружают, вот где вы там находитесь, какие-то змеи. Она вам никакую змею, ой, эту свинью не подкладывала, картогроб. Карта подарок, как будто бы, может, вы то ли на какой-то, не знаю, надеетесь на, ну, не знаю, какой-то результат вы надеетесь получить, да, может быть, прикладываете усилия. А тут карта подарок, это, знаете, когда вот и тут такой подарок, карта, смотрите, вот вручили этот подарок, да, из него этот злобный клоун выскакивает. То есть почему-то она говорит о вас, что, ну, 100% вы заслуживаете чего-то лучшего, чем то, что есть у вас сейчас. Какое-то вот это окружение тоже, ну, карта змея, она как будто бы сравнивает вас с теми людьми, которые вас окружают, и, ну, тут вы явно в выигрыше. Так, тут о чем, что она говорит о вас? Ладно, вам какой-то подарочек, вот такой-то форс-мажор, как будто бы. Так, гром среди ясного неба, потеря. Рука помощи. Сейчас, девочки. Так, что это? Это значит, что вы не готовы? Это о чем? Вот ваша карта, как будто бы вы то ли не готовы к чему-то, ну, понятно, к вот такому какому-то, что вам свинью эту подложат, какой-то вот подлянка, форс-мажор, как будто бы вот тут что-то такое, как будто бы говорят о том, что вот вы к чему-то не готовы. Ну, понятно, если вы с открытым сердцем, с какими-то чистыми мыслями, а тут вокруг вас какие-то непонятные змеи. Ваша карта и время. Тут как будто бы как вы не можете. Тут идет все карты, мне говорят о том, что идет. Она с кем-то разговаривает о вас и говорит о том, что вы, допустим, не можете в каком-то коллективе сосуществовать и, как вам сказать, играть по правилам этого коллектива. Допустим, в данном раскладе вот тут там какой-то коллектив, болото, змеи какие-то, я так думаю, что это интриги какие-то, сплетни. И тут как-то вот тут как будто бы история о вас, что вы совсем не совсем вписываетесь в этот коллектив, скажем так. И тут больше как будто бы какие-то такие мысли о вас, что вы где-то слишком, по всаднице воды, слишком ранимы, слишком чувствительны. Вот тут как будто нуждаетесь вы в защите. А ну давайте, это защита с ее стороны. Ну, отчасти она может, как будто чем-то может помочь.
такие интересные карты, девочки. Так, ладно. Сейчас. Помощь. Так, пряга пилы. Ладно, двумя словами могу так сказать. Она вас высоко оценивает, и она говорит, я бы хотела, может быть, чем-то быть вам как будто полезна. Может быть, вот у нее при всем при этом руки связаны, у нее как будто бы опять она сама как заложник какого-то, повторюсь, какой-то ситуации, как тупиковая где-то в чем-то. Но шансы, она бы, может быть, даже хотела вам чем-то помочь, но она говорит, смогу ли я, может в будущем смогу как будто вам помочь. Тут рука помощи, тут защита. Она, кстати, эта женщина, она переживает по поводу того, что у вас будет соблазн расставания. Может быть, уйти из этого коллектива, или соблазн, ну, в прямом смысле, да, даже, может, материальный какой-то подтекст. Будто бы она смотрит, и она понимает, что вы заслуживаете лучшего. У вас как будто бы может в один определенный момент вот желание возникнуть, уйти, разорвать тут контракт какой-то там, или уйти из этого коллектива. В общем, тут что-то такое вот. Потому что тут много карт об этих говорят. Карта работа, карта развилка. Тут как будто бы вас может материально это не удовлетворить. Потом и может какой-то типа, назовем это климат, да, в коллективе тоже не удовлетворить. И она вот вроде бы может чем-то помочь, но по большому счету, ну, как-то она так это как будто сопоставляет, и ей бы не хотелось бы, понятно, с вами расставаться. Тут вот почему-то такое. Тут опять карты, говорящие о том, что как будто бы если вы как будто бы осознаете в один момент, она очень боится, что вы осознаете, карта ясность, придет осознание чего? Карта крыса, что за вашей спиной какие-то подлости, предательства, может быть, в вашу сторону направлены, то тут карта освобождения. Вы как будто бы ментально, видите, тут ментальное освобождение, голубка вылетает тут из головы такой. То есть вы можете развернуться и улететь, и уйти. Вот тут как-то так. Особо, как будто бы вас особо тут ничем не удержишь. Вот тут не знаю, очень похоже там у кого-то, если это начальница, или эта женщина каким-то образом может повлиять на вашу там, уж не знаю, карьеру, там, продвижение по этой карьерной лестнице. При этом карта замок очень много какого-то тайного, скрытого. И она переживает, что вот эти вот какие-то тайны эти, ну, я не знаю, ну, так это получается, как будто бы она отчасти знает об этих тайнах, да? То есть где-то она умалчивает, получается, от вас что-то. Карта удачи. Это что? Умалчивает? Да нет, скорее не умалчивает, но она может, знаете, как вам сказать, она может, ей могут, как, ну не буду говорить лапшу на уши, но как будто в каких-то розовых очках ей могут обещать много, и тут такие радужные какие-то перспективы. Вот и она может то же самое вам, может быть, обещать или как-то транслировать, вот, передавать. Вот тут карта удача, сад, радуга. Может быть, какие-то, повторюсь, какие-то там шансы такие, какие-то, и перед ней рисуют опять какие-то, не знаю, шансы на там карьерный какой-то взлет. Вот почему-то мне тут показано, что она тоже пытается, ну, надеяться, что, может быть, и вам она чем-то может помочь. Но в то же время у нее такие ощущения, что это может, знаете, как будто лохотрон, и ее могут, ну, скажем так, провести, да, обмануть. И, соответственно, вот как будто бы такое у нее подозрение, что если в отношении вас такое тоже будет, то вы можете особо ни за что тут не цепляться, не бороться, а развернуться и уйти. Вот как-то так. Вот почему-то мне сегодня такой расклад, я не знаю, пришел, девочки. Может быть, кому-то это нужно было услышать. Ну, другими словами, эта женщина очень хорошо к вам относится и настроена хорошо. И она переживает, что вы просто в определенный момент как-то у вас произойдет переоценка вот тут каких-то событий, да, которые происходят. Тут именно рабочие моменты, девочки, тут конкретно какая-то атмосфера рабочая в коллективе, какие-то тайны,
какие-то змеи, там какие-то заговоры. Тут что-то такое вот. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Давайте посмотрим, чего вам вообще, как будто бы от нее ожидать, от этой женщины. Девочки, ничего плохого я не вижу тут. Чего ожидать? Тут даже если у вас будут там не очень там какие-то легкие времена, тяжелая ноша, ну, не знаю, может быть, напряженная в плане какая-то такая, может быть, атмосфера, да, в коллективе. Опять-таки, она будет предпринимать какие-то попытки для того, чтобы вы там почувствовали все равно себя как род, семья. С ее стороны будут приложены, да, она будет прикладывать эти усилия. Каких-то особо тайн, я вижу тут отторжение, карта замок. Но не будет она от вас там что-то скрывать, или там на ходовочки какие-то выстраивать. Карта сердца, наоборот, как будто максимально она будет еще больше к вам расположена, вам доверять. И тут хорошая карта, девочки. Так, надеюсь, сегодня было это интересно, полезно. Спасибо за то, что вы со мной. С вас подписка, лайк, комментарий. А кто все это уже делает, спасибо. Молодцы. До новых встреч.